Ну что, сегодня 16 августа, и настало время снова выбраться из дома на выходные. В этот раз мы решили поехать в сторону Каппадокии и взяли тур выходного дня, сделали прям как типичные туристы. Но иногда такое хочется, чтобы не думать о каких-то моментах, связанных с передвижениями, особенно на такой короткий срок. В прошлый раз, в прошлом ролике я рассказывал о нашей поездке по югу Турции. Сейчас мы решили подобраться немножко севернее и посмотреть наконец-таки те самые знаменитые виды шаров воздушных на рассвете. Что еще нового? Больше пока ничего. Мы переехали в новую квартиру, и здесь пока не очень с интернетом. Сейчас давайте покажу, что с остальным. Здесь достаточно большая плазма. Дальше, соответственно, что мы видим? Это у нас кухня. Там ходит прекрасная Настя. Тут с нами путешествует укулеле. Можно здесь ее увидеть. Здесь прекрасный большой балкончик с видом. Ну, а там, соответственно, 2 комнаты. Будем потихоньку готовиться к поездке. Ну что, ты готова? Собираем капсулу в путешествие. Как обычно, берем только удобное и красивое. Места мало в Димином рюкзаке, но мы постараемся максимально туда запихать свою красивую одежку и свои платьица. Предвкушаем Каппадокию. У меня нет, на самом деле, никаких ожиданий. Посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, это самое прекрасное состояние, в котором можно куда-то ехать, исследовать новые места. Кстати, вот этот турецкий кофе, он самый вкусный, запоминайте. Okay, let's go. Куда мы приехали? Это что? American Vibe парковка? Автозаправка? Где воняет мочой? Как круто! Какие у вас ожидания на поездку в Каппадокию? Спать сегодня ночью. Хорошо. И погулять. Мне интересно посмотреть, давно хотел поехать. Но в моменте очень спать. Two 174 Şafize Kaya Şehir. The Kaya Şehir is a 9 floors. They were visiting the inside. The local Наша леди меняется класс. Мы проехали Конью, и осталось порядка 2 часов, 1,5 до Каппадокии. Полет нормальный, даже удалось поспать. Но первый автобус, из которого нас попросили выйти, потому что мы говорим на русском языке. Мы говорим не только на русском языке, прошу прощения, но и на английском. Поэтому нас просто подкинули в группу английского языка. Но будем практиковать, как говорится. А в остальном все спокойно, хорошо. Небольшой пит-стоп на заправке.
Hello, come. Come. Food for the animals. It's every time in the first, just the exit to the underground city, the first for the animals, if the some enemies or some they can visit the inside, then the animals they will disturb the animals. First maybe they will kill Cappadocia. Why is they so popular on the road? Just we have two fabrics, Kurasan and Öküzgün. Ну что, мы в Каппадокии. Самое время у меня здесь, ну, чтобы прогуляться, пробежаться. Вот такие вот здесь местечки. Очень интересно, аутентично. Как нам сказали, здесь раньше была вода. Люди жили там вот подальше. Видны окна в скалах. И в один момент, это было порядка 3500 лет назад, и в один момент там что-то случилось. Да, у нас не исторический выпуск, как вы поняли. Ну, что-то случилось, и люди не смогли здесь дальше жить. Вот. Так выглядит все очень даже интересно, аутентично. Автобусов достаточно, людей тоже. Но в остальном выглядит все очень шикарно. Мне нравится. Интересно, что там дальше. Те самые. Прекрасно. Набирал сюда лет 5, наверное. С первой поездки в Турцию. Красиво. Что чуточку дальше. Смотрите. Вот окна в скалах. Выглядит очень хорошо. Вот такая вот у нас яркая. В общем, просто побывав в этом месте, можно просто перечеркнуть все всякие странные моменты, которые были, и сказать себе, что ты съездил не зря, потому что это очень красиво. Горы просто невероятно. Посмотрите, вот это вот что вот такое, вот это вот. Вау. Очень хорошо. Очень хорошо. Как тебе нравится? Еще шоу не началось. Я бы хотела сходить вдвоем на гончарный мастер-класс. Надо. Technique, let's do a little demonstration here. And with the white clay, you can see on the wall, I'm working ceramic and the porcelain. Different technique. Don't make a pottery, never get marriage. Because 70% under the wheel for good luck.
What do you want to make the shape now? This is Нас привезли куда-то в деревню любви. Деревня любви? Да. Так. Пока что только видим пони из этих знаков. Так. Ну видок хороший. Вы думали, это деревня любви, а это деревня... Where's the like the flag and the people they say? In the Byzantine period, in Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman period, they will stay like the soldiers. And in a little bit downstairs, and these the houses, was it their families, the soldiers' families. And look at the left side, you can see like the faded chimneys. They're all the houses. Then inside the most believed people, local Cappadocian people. But at this time, when this territory on the list of the UNESCO. After now, our government, the people who live there, so they built the new houses, and the people was going from it. So right now, if you like, if you're visiting to these houses, so you see this with the balcons. You can visit the inside, and you will see there is like dining room, living room, kitchen, all this area. There are 3 floors. Yes, 3 floors is there. And behind this, that's the houses. So you're gonna see the opening the so beautiful panoramic view. You're gonna take the pictures. Okay, it's there. If you are from this way, you will go to the downstairs and you can visit to the house. Okay? Здесь есть отель в пещерах Каппадокии. Да, да, есть однозначно. Ну смотрите, что за красота. Вау, закатный свет сейчас пойдет. О, хорошо. Красиво. Ну вот везде, где балконы есть, можно зайти, пробродить. В смысле здесь, я думаю. А, вот смотри, Настя, вот там проще пройти. То есть пока его ЮНЕСКО не признали достоянием, здесь жили люди. Бедственница. Ну смотри. Нормально так. Я тебе больше скажу, здесь есть поспать где. Здесь есть где поспать. В общем, друзья, если вы поедете в Каппадокию, негде будет спать. Можно поспать здесь. Нет, я думаю, что вас очень сильно штрафуют и выдворят из страны. Тут есть электричество. Ну все. Офигеть. Есть пластиковое окно. План Б, если нас выселят из квартиры, имеется. О, ну очень хорошо. Так, спуск в подвал за варенькой и за помидорками и огурчиками. О, хорошо. Красиво. Вообще, на самом деле, классно. И правда, здесь, наверное, можно жить. Вид, конечно, роскошный. Да, закатный свет. Все, как и мы любим.
спальное местечко номер 2. Уже сегодня с таким видом. Птички летают. Есть зона для барбекю. Ну и, собственно, есть такие вот виды. Смотрите. Ничего необычного, просто крутится палка. Запрыгиваете на платформу, вставляете свой телефон. Ну, кстати, да, это реально. И убегаете потом. Конечно, вот самый интересный вид, как по мне, открывается за вот этим зданием. Здесь, конечно, можно поползать, все открыто. Никто ничего не запрещает. Самое сок, конечно, мне нравится. Конечно, это здание тоже классное. Мне нравится первый крестик. Нравится, потому что находится за вот что-то на марсианском немножко. Ну ладно, марсианском это больше красный, конечно, но... Колонизированный Марс. Да, интересно. Ощущение, что это какие-то... Как вам данный плейс? Как вам, в принципе, факт того, что люди жили в выдолбленных в скале, в горе, пещерах? Первый взгляд кажется, что это самый сложный вариант, но, наверное, самый простой вариант пойти по пути пещерного человека. Просто выдолбить и адаптировать его к своей жизни. Так и поступали, собственно. Поэтому вполне себе кейс, почему нет. Вы бы жили в таком доме? Я бы хотел пожить недельку, тогда бы ответил, да или нет. Вы знали, что вы очень красивый? Догадался. Ну что, вечерний ужин с такими видами. Это, конечно, прекрасно. Кажется, не очень, потому что уже потемнело. Как тебе еда, Настя? А отельчик покажем? Отельчик просто волшебный. Покажем, да. Лапы. Все пытается как-то пробраться. Давит на жалость. Вообще Каппадокия, конечно, и вот этот весь регион, он довольно-таки необычный, но надолго приезжать я не знаю, зачем в эту сторону. И по ощущениям, что 2 дня будет еще вполне достаточно, да, чтобы все посмотреть. Да, жить, мне кажется, здесь... Жить, мне кажется, здесь очень... Он разговаривает. Жить, мне кажется, здесь очень... неинтересно по сравнению с городами, которые находятся рядом с морем, типа Фетхие, Алания, Анталия. Здесь нету моря, и чисто турецкая архитектура, местная. Ну и, конечно же, все завязано на туристах. Да, и все завязано на вот этих вот рассветах, шарах, которые нам предстоит посмотреть. Да. А пока мы идем отдыхать, потому что завтра нас ждут в 4 утра на ресепшене, чтобы выехать на просмотр того самого зрелища, как сотни шаров поднимаются в небо. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот так выглядит наш отель. Довольно-таки интересного формата. Внутри все сделано под формат пещеры, такой аутентики, наверное. Вот. Но здесь в основном хорошие номера, все есть, но сделано под местный стиль, наверное, Каппадокии. Сейчас покажем, что изнутри. Здесь посидеть хочется. Да. Сейчас главное, что здесь растут помидоры и розы. Почему бы и да.
пожаловать в экскурсию по нашему номеру. Итак, тут двуспальная кровать. Снимаем, показываем. Далее у нас есть телевизор, прекрасные светильники под винтаж. В принципе, ощущается, что номер новенький, но стиль, знаете, такой винтажный, приятный. Свет теплый, как я люблю, например. У нас есть тут шкафы, штучки, можно повесить. 2 плечика. И также у нас есть невероятнейший, красивый туалет. Давайте посмотрим, что же сюда включено. Давайте. Выходим. Я наступила носком в воду. Экскурсия закончена. Выходим. У нас тут вот такой вот я без носка. И вот такой вот прекрасный раковина. И внимание. Voice программы — это вот такой вот душ, где все сделано под золото. И если вы смотрели Карлсона, то можно вспоминать ту женщину, которая, сидя в ванной, разговаривала по вот такой вот штучке. Алло. Экскурсия закончена. Прекрасный номер, очень красивый. Я считаю, что это вкусно, стильно и замечательно, что они приняли такое решение делать новый отель не под какой-то базовый минимализм, а сделали... Не под Икею. Да, не под Икею, а сделали вот такие вот, такой вот номер с такой атмосферой, с такими светильниками. С таким потолком, кстати. Да, с таким таким деревянным потолком, с, в принципе, мебелью из темного дерева или под темное дерево. В общем, я считаю, что это намного лучше, намного вкуснее, чем вот что-то такое, знаете. Именно для этого региона, я думаю. Ну и вообще, это мое мнение, я считаю, что такое это прекрасно. 4:04. Ты готова? Поехали. Ты выспалась? Угу. А ты? Нет? Я чувствую себя человеком, да. Это точно не автобусный сон. Да. 6 часов мы спали 6 часов, кстати. В лучшие часы, где вырабатывается мелатонин. Ну все. Поэтому все супер. Можно сегодня еще уже не спать. Мелатонина хватит на всех. Заснули в 10, проснулись в 4 утра. Ну, в 3:40. Угу, согласен. Еще козырные места отплатили. На 3х. И сними зеркало.
Снизу возьму, Balon. Баллон. Баллон. Дор. Окей. Tamam. А что? Ну, пойдем. Вау! Офигеть! Полетел! Два полетели. Вау! Они как эти, как фонарики. Да. Просто там какая-то толкучка увидела. Да. Я чувствую тепло. Ты чувствуешь тепло? Да. Надо пойти туда, где тепло. Очень, да. Так, Смотри, вот, кстати, они без привязи все. У них нет ни у кого привязи. Но это удивительно. все. Как это? Это же, получается, не опасно, они так плотно стоят. Но они все же в одном воздушном потоке сейчас. И, возможно, поэтому. Ну их что-то, их не 15. Ну, здесь, видишь, корзина огромная, шар огромный. Подъемность очень сильная. Вот там красиво, смотри. Вон дальше. Офигеть. Просто какая-то сказка. Да, вот сюда смотри, вот сюда смотри. Смотри, милая. Настя. Привет, людишки! Маша, Маша! Хай. Нормально так. Вау. Ну слушай, теплее становится потихоньку. Просто посмотри наверх. Вон, просто смотри наверх. Очень красиво. Есть фильм «Не смотри наверх», а здесь стоит посмотреть наверх. Ну, пойдем. На большом воздушном шаре по цвета мы с тобой проводим это лето. На-на-на-на-на-на. В общем, мы приехали и ждали порядка 20-30
15 минут просто сидели в машине, ждали рассвет. Ну, а потом началось вот это, что вот сейчас только что видели. Как тебе вообще ощущения? Я в восторге. Стоило того ждать? Холодно, не холодно? На самом деле запасайтесь теплыми вещами, потому что мы приехали в августе, и мне было холодно. И до сих пор холодно. Не говоря уже о том, как здесь будет зимой. Это во-первых. А во-вторых, очень красиво. Я в шоке, что реально так много шаров. Я каталась один раз в жизни на воздушном шаре. Вот. И не скажу, что это прям какой-то... Ну, это интересный экспириенс, но не что-то прям такое вау. Но увидеть именно вот такую вот картинку, когда много-много шаров вокруг, не 15, а их, не знаю, штук 50, 100. 100-150, 100, да, 100-150. Это волшебно. Ты просто в какой-то сказке, и это правда стоит того. Мне очень понравилось. Но мы еще едем на следующий viewpoint, поэтому посмотрим, как нам понравится. Едем на следующий viewpoint. Если успеем, то узнаться. Как вам первый viewpoint? Интересно, когда прям над тобой не взлетают и вылетают. Было хорошо. Все, мы приехали. Ты довольна? Я очень довольна. Ну, погнали. Сейчас проверим, страна ли это где мы уже были, где мы уже наблюдали. Да, может куда-то в бок пойдем, потому что здесь почти немного людей. Как мы найдем свой place. Да, сейчас найдем. О, вот слушай, вот там вот рядом есть. Ну, вот смотри. Очень красиво. Да. И не поспоришь. Это прям очень близко. Есть у нас проблемы. Похоже, они летят на нас. Мы стоим. Не, нормально, еще поднимется. Так, прям вообще по грани просто проходит. Как солнце греет, я не могу. Ты чувствуешь? Водитель везет нас домой. Только что ругался на нас, когда сказал, что можем гулять, сколько захотим. Да, а любим его, конечно. Как он не делал, Fijian family. And for them they built the houses. You gotta see that. In the fairy kids inside the fairy children. Здесь места с тяжелой энергией, есть места с очень хорошей, если можно так сказать. Улыбнись. Отвернись. В общем, так завершилась наша поездка. На 2 дня самое то. Больше не знаю, чем заняться в Каппадокии. Ну, просто жить. Вот. До следующих видео. Берегите себя.